Мы все за вас болеем, мы все за вами смотрим, мы за вас переживаем. Мы на вас смотрим, и мы тоже мотивируемся, вы сильные люди. Большинство останавливают первые же трудности, и лишь единицы доходят до чемпионата России, где собираются самые сильные, самые трудолюбивые, самые стойкие. Парень, давайте поаплодируем сразу чемпионом стал России. Просто в спортзале с железом даже стола нет. Видишь, сюрприз какой. Теперь Амар Нуриддинов в моем весе записал. Почему ругаешься? Не ты. Что ты готов со мной сделать жестко, Витя? Я тебе оторву руку. Старый клин. Друзья, мы с супругой после долгого перерыва решили тряхнуть стариной и отправиться на Кубок России по пара-армрестлингу в город Орел. Благодарим всех, кто откликнулся на нашу просьбу и помог нам собрать нужную сумму на поездку. В особенности благодарим Дмитрия Леонидовича, Юрия Арбузова, Наталью Петровну и Илью Викторовича. Без вас всех, кто благодарит меня по возможности, выпуск контента был бы невозможным. Спасибо, дорогие друзья. Напоминаем, что поблагодарить меня за работу можно, отправив любую сумму по номеру карты, которую я укажу в описании этого видео, или по номеру телефона, который привязан к карте. 8 920 177 55 61. Кубок России, сильнейшие соревнования, и я хочу пожелать вам всем удачи, хочу пожелать держать свои нервы, свои эмоции под контролем, потому что зачастую бывает и не мешают. Вы огромные молодцы, что вы движетесь вперед, что вы не останавливаетесь. Не каждый, кто встает на этот путь, продолжает его. Большинство останавливает первые же трудности, и лишь единицы доходят до чемпионата России, где собираются самые сильные, самые трудолюбивые, самые стойкие, самые жаждущие победы, самые идущие к своей мечте. Поэтому я желаю вам, несмотря на то, что не все займут первое место, кто-то разочаруется своим местом, тем, что завоевал, но опять же каждый получает то, что заслужил. И я хочу, чтобы, несмотря на места, каждый из вас получил те незабываемые эмоции, ради которого мы, спортсмены, приезжаем, собираемся, боремся. Эти эмоции борьбы, эти эмоции общения. Я желаю вам всем удачи, желаю вам насладиться процессом, и пусть победит сильнейший. Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вас поздравить с таким долгожданным событием – Кубок России по армрестлингу. Мы все за вас болеем, мы все за вами смотрим, мы за вас переживаем. Я от чистого сердца желаю вам всем хорошего выступления. И, конечно же, мы вами очень гордимся. Только вперед и только за победой. Сейчас проходит Кубок России среди лиц с ограниченными возможностями. Хочу передать всем привет и всем удачи, первых мест, больше мотивации. Мы на вас смотрим, и мы тоже мотивируемся, вы сильные люди. Много красивых побед вам желаю. Сегодня мы выберем топ-6 спортсменов Кубка России по пара-армрестлингу по нашему субъективному мнению. Итак, поехали! 6-е место нашего рейтинга занимает спортсмен из Москвы Виктор Гладилин. Этот парень давно хотел меня победить. У нас как-то был армфайт по обычным правилам, где я его выиграл 4-2. И Виктор давно хотел взять реванш, и в этот раз ему это удалось. Можно, конечно, было придраться к тому, что плечо Виктора в конце борьбы находилось ниже стола. Но парень в этот раз оказался сильнее. Скорее всего, на мое поражение повлияло отсутствие соревновательной практики. Ведь одно дело выигрывать всех в зале, а другое дело на соревнованиях. А может быть, я еще не привык бороться по новым правилам.
Кстати, напишите ваше мнение по этому поводу. Пятое место в нашем рейтинге занимает Иван Михайлов, Челябинск. Так, а в какой категории выступал? 65. Второе место. И в абсолютке, да? В абсолютке третье. Очень доволен результатом. А в том году ты какой был? Третий. Третий. Готовился с тренером Дмитрием Егоровым. Много отдыхал? 4 дня. А вот этот папа, да, твой? Да. Он помогает тебе? Очень. Без него бы это все было невозможно. Поддерживает, болеет за тебя? Все благодаря поддержке моих родителей. Вы волнуетесь, когда сын выступает? Очень. Волнуетесь. Ну, ты пока на международных соревнованиях не выступал нигде, да? Выступал один раз на небе. Не очень удачно. Не очень, да? Будем пробовать снова. Понятно. Ну, мы тебя поздравляем. Спасибо. С хорошим выступлением, да? Спасибо. Вот, и надеемся, ну, хватит быть вторым. Третьим, надо уже золото. Правильно я говорю? Правильно. Будем стараться. Вячкина надо выигрывать. Правильно? четвертое место нашего рейтинга занимает Амар Нуридинов, ушедший специально в категорию выше своего веса и одержавший уверенную победу, как на левой, так и на правой руке. Победу одержал Амар Нуридинов. Третье место нашего рейтинга поделили два ветерана – Елена Зенитулина и Сергей Баяндин. Сергей уже давно штурмовал все российские соревнования, но в призы войти до сегодняшнего дня ему так и не удавалось. И вот свершилось. Сразу же на первом в истории Кубке России Баяндин поднимается на вторую ступень пьедестала, а Елена после трехлетнего перерыва занимает третье место. Причем Лена провалила левую руку, проиграв обидно по фолам, но сумела собраться и выйти в финал на правой, где проиграла фаворитке соревнований Светлане Кузнецовой. Но посмотрите, какой зрелищный поединок девушки выдали в полуфинале. Соперницей Елены была Надежда Вненковская. Надежда выиграла старт и закрутилась в крюк, но Елена смогла остановить соперницу, контратаковав верхом. Надежда боролась во взрослой категории и заняла второе место. В нашем рейтинге она также занимает заслуженное второе место. Кубок России у нас проводится впервые. В юниорской не было категории, поэтому Надежда выступала в категории взрослых женщин, в категории 65 до 65 килограмм. Заняла второе место на левой руке. Сегодня только левая была, завтра правая. Но мы очень довольны, потому что у нас левостороннее поражение. И есть сложности вообще с движением. Поэтому второе место это шикарно. Я же работаю, я не сижу дома. Поэтому после работы приходится ехать на тренировку. Там у нас 2,5-3 часа тренировка, потом вечером домой. До дома нам ехать около 30 километров, поэтому мы дома бываем уже 10-11 вечера. А мы пока юниор, вот этот год будет последний, 23-й. Вот на чемпионат России поедем, я не знаю, какую категорию она выберет, потому что и вес меняется, и настроение меняется. А ДЦП, оно все равно накладывает отпечаток, да, поэтому реакция, естественно, не такая быстрая. Ну вот мы и добрались до первого места нашего рейтинга. Его занимает молодой спортсмен, впервые участвующий на всероссийских соревнованиях. Да, я, честно говоря, не ожидал, что получится что-то выиграть. Я просто ехал посмотреть на себя, почувствовать себя и увидеть свои какие-то ошибки. Сколько лет? 29. Выступал один раз на республике Мариэл. Выиграл?
Да, среди здоровых, в категории 60 килограмм на обеих руках. Тогда тоже для меня была неожиданность большая, потому что я среди здоровых. Сколько было в категории народу? Много? Ну, где-то 8-9 человек. Просто в спортзале с железом, даже стола нет, даже... Не стола? Да. А противники есть? Спали, партнеры? Никого. Блин, ну я думаю, ты будущий чемпион мира. Вот я тебе говорю. Удачи тебе. На этом все, друзья. Орел готовится к встрече Нового года. А мы уезжаем. Но думаю, мы еще вернемся в этот гостеприимный город. Пишите свое мнение в комментариях. Ставьте лайк, если понравился ролик. Не забудьте поблагодарить автора за уникальный контент. Если есть возможность, номер карты я оставляю в описании видео. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничке. Это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинатуллин Руслан. Всем, кто откликнулся, помог, большое огромное спасибо. Моя победа — это тоже их заслуга. Будем стараться дальше